Как стало известно информационному агентству Prime Crime, в Анталье состоялась сходка численностью до 20 человек по поводу недавнего конфликта между ворами из города Хони, Джейраном и Чута. Из негрузин присутствовал Толян Тольяттинский. Итогом сходки стало признание достоинства Чута и решение о непризнании ворами тех, кто его оскорбил. Хонские воры – это крепкая цепь преемственности и важная составляющая воровской семьи. После развала СССР, когда Россия была поделена на зоны ответственности, хонским ворам отошло Поволжье, в частности Самара, включая Автоваз и Саратов. Еще Хони можно было бы назвать городом контрастов, потому что Джейран является полной противоположностью Чута. Джейран, который на 9 лет младше Чута, один из самых одиозных воров в то время как Чута, один из самых безвредных. Не считая проходных стычек с Чиа, Энцо, Лавасогло и Гагелиани, Джейрана только в 2021 году дважды коснулись. Сначала Мамука Квижинадзе, затем Рамас, Беса Купрашвили и Курша. Что касается Чута, его конфликт с Джейраном в его биографии чуть ли не единственный. Весть о неприятностях Чута пришла из Трабзона в июле. Джейран и Чурадзе побили Чута за то, что Чута сказал, что Джейран не вор. При этом присутствовали Капала и Сургутский, который был не разлучен с Чута последние 10 лет и, видимо, и привел его навстречу. Как водится у воров, Чута вынес свой вопрос на общее обсуждение, поскольку небезосновательно полагал, что Джейран и Чурадзе были не вправе его касаться, потому что сами не при своих. На сходке, где ведущим был Бахия Десница Мираба, Сургутский извинился перед Чута, переведя стрелки на молодежь, которая ввела его в заблуждение. Его извинения в очередной раз были приняты. Остальные обидчики Чута сходку проигнорировали. Несмотря на их отсутствие, воры озвучили свои претензии в адрес Джейрана и Чурадзе. Главными обвинителями были Мамука и Рамас, которые 3 года назад по очереди оставляли Джейрана невором. Относительно Чурадзе и его окружения, включая тестя Црипу, Барджгу и Гагелиани, Мамука один коснулся их всех еще за несостоявшуюся коронацию Ахтама, за которую Сургутский, бывший на ней ведущим, тоже извинялся. Если к Црипе, Барджге и Гагелиани Мамука пока что имеет вопросы, то относительно Чурадзе прямо говорит, что он не вор. Капалу также коснулись, потому что Рамас подтвердил, что говорил Капале, что Джейран не вор. Все трое пользуются благосклонностью Шакра Молодого, поэтому их низложение следует понимать как усиление Джангвеладзе. Узнав о решении в Анталии, Чурадзе, Црипа, Гагелиани и Ромик, которые живут в Черногории, пришли к Чермену, чтобы поставить ситуацию на вид. До этого прощупать почву к Чермену приходил один Црипа. Чермен ему сказал, что у его зятя проблемы, которые ему решать самому. По своему влиянию Чермен один из самых недооцененных воров. Говорит редко, но всегда в самую точку. Достаточно вспомнить, как Чермен одним своим «не мешком картошки» надолго испортил всегда хорошее настроение Ани-Ани. Доводилось Чермену умыть и Шакра Молодого. В 2004 году, когда Мамука Микеладзе раскачивал коки за его срок на поселке, Чермен пришел к Захару и сказал, что они с Важей были в курсе этого, исходя из состояния здоровья Коки. Это в курсе Шакра Молодой поднял на смех, сказав, что Кока поступил не по-воровски. Чермен ответил: «А по-воровски иметь казино с трепушникой и ездить с мигалками?» Так Кока закрыл свой вопрос. Придя к Чермену с группой поддержки, Чурадзе сказал: «Пусть те, у кого ко мне вопросы, едут сюда и задают их». Чермен ответил: «Вся сходка, что ли, должна к тебе приехать? Ты кто такой?» Говорят, больше бы таких воров, как Чермен. Воровской мир не оказался бы в таком кризисе. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.